Игроки Олимпа во всех регионах страны пополняли свои игровые кошельки, логины наличными деньгами через терминалы Kiwi. Затем эти деньги из терминалов поступали на счета компании Kiwi, после чего перечислялись на счет Олимпа. Банковский счет у Олимпа был только в городе Алматы. Хотя игроки и пополняли логины через терминалы, но получать из них выигрыши они не могли, поскольку терминалы не имеют функции выдачи наличных. Поэтому, чтобы игроки могли получить свои выигрыши на руки, Олимпу приходилось снимать деньги со счета в Алматы, чтобы затем развозить их по кассам в регионы и выплачивать игрокам. Сотрудники Олимпа отправлялись на самолете или машине в Алматы, брали снятую бухгалтером наличность и доставляли ее на кассы во все регионы страны. Ну а как еще можно доставить деньги из Алматы, например, в Уральск? Однако в старом Казахстане для создания грандиозного резонанса заявили, что эти снятия самолетами и машинами вывозились не на кассы в регионы, а за пределы Казахстана. Это фейковое обвинение легко опровергается. За 5 лет это никак не могло остаться незамеченным пограничными, таможенными и другими службами. Также по такой версии следствия, в течение 5 лет ни один игрок в регионах не получал свой выигрыш, потому что якобы из банка в Алматы деньги снимались прямиком в карман сотрудникам Олимпа. В таком случае игроки обращались бы в полицию и устраивали протесты, чтобы обратить внимание на проблему невыплаты выигрышей. Но почему же этого не происходило? Потому что на самом деле деньги, которые поступали с Kiwi на счет Олимпа в Алматы, снимались и доставлялись в более чем 300 касс-компаний по всему Казахстану, где игроки получали свои выигрыши наличными. Просто и логично. Налоговый инспектор Нурлан Кажигельдиев, который насчитал Олимпу свыше 90 миллиардов тенге налогов, на судебном заседании подтвердил законность снятия денег Олимпом для их последующей доставки на кассы в регионах и выплаты игрокам. Интересует движение денежных средств между расчетным счетом и кассой букмекерской конторы является законным действием? Снятие денег с расчетного счета вы имеете в виду? И в последующих направлениях в кассу. Один вопрос. Перемещение, так скажем. Нет, но они могут, но это законно, но они должны и фактически быть такими. И соответствующие документы должны быть оформлены в момент совершения операции, либо по их окончанию. Зачем же в старом Казахстане понадобилось прописывать нереалистичную схему перемещения денег Олимпа? Ответ прост. Выплата выигрыша игрокам уменьшает доход Олимпа и сумму налогов, которые можно доначислить. Если посчитать все выплаченные на кассах выигрыши, то Олимпу не смогли бы доначислить 90 миллиардов налогов. Исходя из схемы движения средств, заявленной в старом Казахстане, доход Олимпа был искусственно раздут до 80% от оборота, хотя, согласно исследованиям международной юридической фирмы Dentons, он составляет от 5 до 15%. В результате неоправданно приписанного дохода Олимпу насчитали астрономические налоги – свыше 90 миллиардов тенге, и ряд несправедливо обвиненных сотрудников Олимпа отправились в тюрьму. Итак, миф об утраченном тенге только что развеян. Теперь точно ясно, что налоги были доначислены неверно, ведь Олимп всегда доставлял и выплачивал наличные выигрыши игрокам во всех регионах страны.